Всем привет! Это видео про мою коллекцию, одна из частей, первая часть. Вот здесь я хочу вам показать книжки, которые напечатаны в России, плюс некоторые книги зарубежные, но которые там относятся к какой-то серии, и у меня их немного, то есть сразу включу в это видео. И, может быть, некоторые зарубежные книги, которые я уже точно не хочу красить, но они все равно в моей коллекции. Вот. Также хочу рассказать, что я не разделяю там книги в коллекции, книги не в коллекции. Если они у меня дома, значит, они в моей коллекции, никому, кроме меня, они не нужны, не принадлежат. Вот. Поэтому так, буду там рассказывать какие-то книги. Я уже вообще не хочу красить, но я их тогда просто предлагаю своим гостям, когда они приходят на покрас, мне их не жалко. Вот, также там есть книги, которые мне дороги, но я сейчас их не хочу красить. Вот, ну и так далее. Давайте начнем. В хобби я уже 10 лет у меня, поэтому коллекция большая. Буду по ходу дела стараться вспоминать, когда что раскрашено и чем. Но могу ошибаться, буду примерно говорить, где не помню. Вот. Сейчас посмотрим книжку Дианы Дюфура. У меня она в русском издании про Мишку Тедди. Вот. Я ее сейчас не раскрашиваю. Вот одна картинка у меня здесь сделана. Сейчас посмотрим. Но это не связано с тем, что это российское издание и то, что оно больше, чем зарубежное. Просто я поняла, что не хочу красить столько медведей. Вот. Больно их тут много, и как-то мне скучно медведей столько красить. Ну, может быть, когда-нибудь я тут какую-нибудь картинку еще раскрашу. Ну, пока не планирую. Вот у меня в том году был такой мишка раскрашен. Вот, отдыхалочка такая брутфунерами обычными, не черными. Вот. Просто карандашами и немножко какой-то золотой ручки. Вот. В целом тут есть довольно забавные иллюстрации. Но я в целом шерсть крашу с трудом. Вот. А здесь получается прям очень много этих медведей. И одни медведи. Так, сорян, не видно было какую-то, да, часть. В общем, не знаю. Может, я просто вредничаю, потому что я сейчас думаю, может, у меня есть другие книги, где я вполне себе нормально крашу одного и того же персонажа. Вот, может быть, именно конкретно к медведям у меня такое. Вот. Ну, я сейчас вот листаю, кстати. Смотрите, как я тапки быстро мне. Я листаю, и мне некоторые картинки нравятся, хочется покрасить. Особенно там, где мишка с собачкой. Такого плана. Может быть, вернусь к ней когда-нибудь. Вот. Я думаю, что многие уже книжечку это видели. Мне кажется, было бы прикольнее, если бы было побольше сюжетов. Там, может быть, с какими-то еще. Так, это у меня кот на стол запрыгнул. Ах ты. Мелкий. С какими-то еще животными. Головы эти мне не нравятся. Ну, их можно не красить, конечно. Вообще. Потому что
цели там закончить все книги от корки до корки у меня нету. Я их побыстрее полистаю. Вот этот прикольный, кстати. Вот он как-то необычно выглядит. Не как все вот медведи. Типа пожилой какой-то. Как-то хотя бы отличается. Ну, тут, да, пошли какие-то еще новые персонажи. Лошадь, человек. По-моему, до этого, ну, кроме собаки, я никого не видела. Жирафики. Мне нравятся книги Дианы Дюфур, что я их крашу отдыхательно. Они у меня там идут в целом легко. Вот. Я там не стараюсь что-то проработать и так далее. Вот. Потом в другой части видео покажу другую книжку. Так. Дальше. Мания ботаника. Я ее покупала еще в году в 16-17. Я уж точно не помню, когда она вышла. Вот, наверное, в 16-м. Вот, я не крашу ее уже много лет, но она мне все равно дорогая и ценна. Когда-нибудь, может, что-нибудь тут еще покрашу. Просто сейчас столько много новых раскрасок, чего не было тогда, когда только зародилось это хобби. Достать какую-то интересную раскраску было очень тяжело, а сейчас прям такой переизбыток, не знаешь, за что взяться, хочется все время что-нибудь новенькое. Тут классно вот это все распутывать, обобщать. Здесь работы у меня старые. Вот, книга очень красивая, про животных. Вот я люблю про природу такие книги. Ее классно раскрашивают маркерами. Вот. Сейчас ее вроде как тяжело достать. Но я как это в свое время ухватила. Да, она только была, мне повезло. Вот. И наши издания очень хорошие. Прям эти раньше, как у нас издавали книжки, очень на хорошей бумаге, по большей части. Сейчас посмотрим, что за издательство. По-моему, Альпина. Альпина тогда, по-моему, нас баловала хорошей бумагой. Какой тигр красивый. Кстати, сейчас провожу марафон такой. Называется «Экспедиция колористов». В Пиктуриуме, кто есть, можете найти. Вот в разделе «Вместе», по-моему, называется. Там есть этот совместник. У нас каждые 2 месяца будет новая экспедиция. Сейчас экспедиция по джунглям. Там мы раскрашиваем, значит, тигра, обезьяну любую, попугая любого или ленивца. Вот поэтому присоединяйтесь. Также в чатике Даяны Джей тоже марафон проходит. Вот я раскрашивала, наверное, это первая раскрашенная работа была в этой книге, то есть это, наверное, тоже год 16-й. Мне кажется, тут какие-то разные детские карандаши, либо лиры. Точно уже не вспомню. Вот. Старенькая такая работа. Интересно смотреть на старые работы. Это медузы, какие-то птички, вараны. Я не очень долго останавливаюсь на иллюстрациях, потому что, мне кажется, тогда будет очень-очень-очень длинное видео. Ну, замечательная книга. Вот это первая работа, раскрашенная мной инктенсами, когда я их получила. Тоже это год 16-17.
Я вот сейчас смотрю, до сих пор нравится, как у меня раки получились. Прикольно. Кстати, может сюда инктенциями залезть. Прям хорошечно. И, по-моему, у меня больше тут ничего не раскрашено. Вообще, в целом, у меня немного работ раскрашено во всех моих книгах. Поэтому большая часть их пустая. Я на этот счет не переживаю. И вы за меня не переживайте. Вот. Не, классно, надо ее будет взять. Что я прям так сейчас на нее давно я не смотрела. Прям захотелось что-нибудь тут покрасить. Красивая раскраска. Не видела больше книг от этого автора, как ее, Ирина Винник. Ну вот прям легко можно, мне кажется, покрасить. Маркерами можно, но вот я не знаю, не слишком они будут тут сильно тратиться, потому что бумага тут ого какая толстая, прям плотная. Блин, я, наверное... Извините, если я где-то криво показываю. Постараюсь постепенно подстроиться. Ну, мне кажется, на марафон по саванне тут все можно найти. Как бы так, что здесь у нас было за издательство? Зифлин, что ли это? Я уж такое не помню. Да, Зифлин. Хорошая бумага. Дальше. Такая книжечка Ивана Исаулова. Давно покупала, не помню когда, она у меня чистая. И, честно сказать, красить я ее не хочу, не планирую и не буду. Скорее всего, я ее потом племянницам отдам. Ну вот, либо они будут ко мне в гости приезжать, я им буду давать калякать. Ну, расспрашивать по их. Так, здесь мне не нравится, что у него как стикеры какие-то вот наклеены персонажи. У меня еще одна книга есть, мы потом посмотрим. У меня немножко не совсем по порядку стопка лежит. Ну, будет она там еще, где я немножко пару работ, по-моему, раскрасила, но она мне больше нравится. Так, книжка. И, кстати, я заметила, там есть некоторые сюжеты, вот это точно. В той книжке такой квадратный есть такой же сюжет, прям вот она один в один, она у меня еще раскрашена. Только нету вот этих трех персонажей, прям в один, просто удалил вот этих персонажей и оставил ту же картинку. И, по-моему, не одна такая там картинка есть, иллюстрация, где один в один из этой книги, просто без каких-то деталей. Я ее давайте так быстренько. Не знаю, можно сейчас купить или нет. В общем, пока что есть в коллекции, но, скорее всего, детям отдам. Или гостям. У меня есть еще такая полка гостевая. Лошадей много. В целом красивая книжка, но не мою. Не мою. Дальше. Мое разочарование. Купила я Нацуки вот эту в нашем издательстве. Не помню кто. Давайте посмотрим, что там. Бомбор. Ой, не понравилась мне ни бумага, ни рисовка. Что-то мне вживую не понравилось. Тоже книга, которую красить я не хочу, не буду. И, скорее всего, либо гостям, либо детям пойдет. Мне не нравится. Продавать я такое тоже не хочу, не люблю, не буду.
отправкой этой заниматься, книги, которые стоят там 250 рублей. Ну, только если кому не лень приехать забрать ее лично. Но я не хочу лишние телодвижения делать. Это для меня того не стоит. Тем более, что есть кому дать на растерзание. И детям в целом тоже нравятся всякие такие книжечки. Тут и животные, и ягодки, что хочешь. Вот. Ну, во-первых, я развороты не очень люблю красить. Если честно, у меня ни одного, по-моему, готового разворота за всю мою историю раскрашивания нету. Вот. Тут много разворотиков. Бумажка прям вот. Не знаю. Ну, то, что она прозрачная, это ни о чем не говорит. Но она как газетная, что ли. Я не знаю. Ну, отвратительная бумага. Рисовка просто на любителя. Мне не зашла. Что-то, знаете, из-за разряда было все побежали. Я побежала, но я больше так не делаю. Вот у меня просто... Я была какое-то время в таком вакууме. Я из того времени, когда достать раскраски было тяжело. И я какое-то время даже понятия не имела, что на Валберес там все можно купить. Ну, много чего интересного там и так далее. Вот. И я как будто в какой-то момент, вот это было в том году, дорвалась вот до этого. И давай скупать вот эти недорогие, непроверенные издательства. Я не люблю так делать обычно. Все-таки я, когда покупаю какого-то автора или книгу, я это чаще делаю более обдуманно. А здесь вот она была недорогая, автор мне неизвестен. Я так что быстро листалку посмотрела, купила, а потом, блин, думаю, зачем она мне? Не мое просто. Дальше. Вот такая у меня серия есть раскрасок. Сейчас по очереди все посмотрим. Они у меня еще не раскрашены, но мне эти книжечки нравятся. Хочу когда-нибудь в них попробовать раскрасить гуашью, потому что они такие, не знаю, тут такие классные пейзажики и так далее. Почему-то вот мне хочется попробовать здесь гуашью так вот прям налегке, вот без разницы какой результат, вот прям отдохнуть хочется. Ну, пока руки не дошли, но книжечки, на мой взгляд, красивые, на мой вкус. Вот эти только рамки выбешивают, вообще ни к чему. А так, вот я люблю таких. Такие книжечки с такой рисовкой, естественно, живой. Натуральный, да. Красивые здесь картинки. Даже если там не покрашу никогда, все равно классно. То есть меня не беспокоит, если книга мне нравится, иллюстрации в ней мне нравятся, мне приятно на них смотреть, и они у меня не раскрашены, и меня это не очень сильно напрягает, точнее вообще не напрягает. Вот так. Ой, кстати, я что-то забыла сказать, это был круглый год, здесь автор Анна Старцева. Здесь у нас «Мир вокруг», здесь автор тоже Анна Старцева. Блин, ну вот на Цулке сравнить, да, и здесь. Ну, мне больше нравится, не знаю. Это, конечно, вкусовщина, но я тут о себе говорю. Ой, как красиво, да? Ой, сова какая красивая.
И прекрасные животные, и цветы, и растения. Ой, какая улиточка прикольная, ежик. Давно вот это не пересматривала, а в той я ее предыдущую недавно ее смотрела. Я все планировала в ней что-то раскрасить. Вот руки не дошли. Ну, прикольные, да, какие? Бобр. Тоже есть так, у меня на некоторых картинках элемент какого-то стикера. Вот. Ну, тут не так жирно, как у Есаулова. Вполне можно это без проблем убрать, если захочется. Волшебный сад. Тоже Старцева. Это уже книжечка более детализированная. Но она не менее красивая. Ну, их тоже, наверное, уже все видели. Похоже на какой-то сюжет из Алисы. Это похоже на сюжет из Терезы Гудрич какой-то, да? Дракон как сюда попал, я не понял. Ладно. Мацуки здорового человека. Такое я не очень умею раскрашивать, такую мелочь. Ну, обобщать как-то, да? Пытаться. Вот такая прелестная серия. Красивые книжки. Так, бестиарий. Ой, лампа ударила. Здесь, по-моему, другой автор, да. Виктория Курчева. Надеюсь, правильно ударение ставлю. Ну вот она мне по сравнению с теми меньше нравится. Не знаю почему, но тоже все равно прикольно. Прикольно. Но меньше нравится, наверное, потому что тут как-то они не в какой-то сюжет вписаны, да, а просто зачастую изображены в невесомости, надо что-то там додумывать. То ли раскрашивать их, как будто бы они в какой-то книге там, не знаю, типа такое состаренное все делать, как будто это иллюстрация к какой-то древней книге. Не интерпретация даже, видение. Ну да, интерпретация вообще, кто как художник видит этих мифологических существ, мне нравится. Красиво. Красивое видение, красивая, интересная рисовка. Хорош. Дальше. Ветер уносит цветы Ольги Головешкиной. Так, тоже покупала ее еще в 16 году, где-то 15-м. Вот эти книжки, серии альбомные, это я в том году покупала. То есть это все новое. Уж не знаю, там, когда они появились. Вот я их в том году только нашла. Так, здесь у меня старые работы, все они мне не очень сейчас нравятся. В целом книга тоже, как и Мания Ботаника, хорошего качества. Она мне цена, дорога, как там память, ностальгия, про начинания какие-то свои в хобби. Вот это Инктенсами я тоже тут пробовала. Одна из первых работ. А может быть, кстати, вот это была первая. Араки, те в Мании Ботаники были после. Вот. Немножко она у меня что-то погнулась. Красивые иллюстрации интересные. Но пока что не хочу к ним возвращаться. Здесь у меня
какая-то была некрасивая, некачественная гуашь, что вот я раскрашивала тоже инктенсами гуашью вот давно, 10 лет назад. Немножко даже красится вот эти. Может быть, даже из-за того, что у меня такие неудачные работы здесь, такое у меня бывает, что я не хочу потом в книгу залазить. Вот. Ну, очень красиво. Вот я помню, в том году в чатике Даяны они тут раскрашивали несколько совместников по этой книге. У всех так красиво получается. Прям живописно, живо так. Тоже старая, тогда лет 10 назад сделанная работа инктенсами. А это я маме давала пораскрашивать. Мама раскрашивала. Даже забыла, что я давала сюда залезть. Обычно я свои книги не разрешаю трогать. Только гостевые. Так, быстрее немножко ее. Ну, классные иллюстрации, но на мой взгляд они далеко не простые, чтобы вот это, ну это из разряда Милли Мороты, да. Если по прикладному, то просто, если как-то обобщать, придумывать какую-то композицию, там не в дыхательном таком формате раскрашивать, то, как по мне, не очень простые иллюстрации. За счет вот этой рисовки внутри персонажей, так скажем, да. Так, видео все-таки получится долгим, но я не хочу еще больше дробить. Что я там всего ничего показала. Неинтересно. Давайте я просто, наверное, так по-быстрому. Если слишком быстро, надо медленнее, тогда пишите. Можно в следующий раз еще помедленнее листать пустые книжки. Так, здесь что у нас? Тоже старая покупка моя в 2016 году. Сборище Дудлов. Мелендес. Но она у меня чистая. Давайте я ее не буду всю листать, потому что тут такая мешанина. Вот. Книга прикольная, нравится. Пока красить не хочу. Но мне она нравится, что она у меня есть в коллекции, потому что дудлики здесь классные, интересные. Вот, вот так быстренько, вот так через раз полистаю. Просто здесь особо разглядывать нечего, достаточно такая дикая мешанина здесь. Здесь надо сидеть разбираться, прям долго что-то разглядывать. Вот, все равно это не запоминающиеся такие сюжеты, потому что тут слишком много, да, навалено всего. Это как, наверное, такие отдыхалки, да. Что-то такое прикладное, но я, честно, не пробовала. Мне кажется, я не умею вот такое вот красить красиво. Тоже, кстати, вот Зифлин, походу, был издательством, которое делало хорошие книги, бумага хорошая. Вот. Манов и Фербер. Ладно. Зифлин. Может, это оно и было. Я уже не помню. В общем, тоже качественная такая раскраска. Прям как-то иногда скучаешь, что вот делали такие добротные, красивые книжки. То, что все так блестит. Классно. Дальше. Вот, купила в том году себе такую маленькую книжечку. Хотела в новогодние каникулы покрасить, но руки не дошли. Я ее взяла как такую отдыхалочку. Может быть, в этом году что-нибудь тут покрашу быстренько, так вообще не заморачиваясь. Прикольная достаточно серия, такая легкая, тоненькая. Есть забавные
иллюстрации. Вот. Быстренько так. Не знаю, кто автор. Измайлова Алия. Вот такая она маленькая. Небольшая, тоненькая. Так. Есть у меня вот такая яичная раскраска. Одной типа такой яичной раскраски я сестре отдала. Тоже так. Здесь у меня, по-моему, ничего нет. Быстренько пролистаю. Я ее красить не хочу, не буду. Это будет чисто гостям. Вот у меня иногда подружки приходят, я раскрашиваю и даю им всякие гостевые раскраски. Они чаще всего хотят раскрашивать каких-нибудь девочек, портреты. Классно, да? Вот, и как раз вот пойдет тут, тем более грейскейл для человека, который этим не занимается, будет прикольно, полегче. Вот такая книжечка. Дальше есть у меня вот такая раскрасочка красивая, мой урал на блюдечке. Красивая книжечка, пока я не начинала, но очень хочу когда-нибудь начать. Сюжеты прекрасные, рисовка мне нравится. Может быть, хотелось бы поменьше черного. Он было бы вообще супер. Но радуют вот такие книги, где какой-то стиль иллюстраторский, я не знаю, ну вот просто классно нарисовано. Не знаю, как объяснить. Наш иллюстратор. Так. Верясова Татьяна, да? Или кто? Или это нет? Сейчас кто нарисовал-то? Да. Светлана Запарий. Надеюсь, не исковеркала фамилию. В общем, нравятся вот наши иллюстраторы вот с каким-то своим интересным видением, красивой рисовкой или интересной там рисовкой. Прям кайфово. По-моему, ее сейчас что-то не выпускают, ну, хотя очень зря, мне кажется, ее не то, что любили, ее, наверное, и любят. И мне кажется, ее бы покупали дальше, эту книжечку. Вот, в общем, дальше. Диляра Голубятникова у меня книжка тоже старая. Она вот, можете заметить, а можете и не заметить, не знаю, на камере, пожелтела. Она у меня сама иссохлась и треснула. Это не я ее повредила, это вот она треснула, потому что ей уже много лет. Вот она. Она у меня уже с 16-го года. Я ее хотела пораскрашивать несколько месяцев назад. Там у Даяны, как это, совместники по этой книжечке идут. Но после того, как я ее полистала, потрогала, не хочу. Вот она у меня есть коллекция, она есть у меня как память. Тут есть мои старые работы. Интересно так посмотреть, как я раньше красила. Все, она больше не вызывает у меня желания раскрашивать. Не из-за иллюстрации, а из-за качества книги. Но не хочу я пыжиться над этой ужасной бумагой, разваленной книгой. Если бы она еще была с офигенной бумагой и там разваливалась, бог с ней. А тут еще бумага ужасная. Вот, вот такой у меня раскрашен был чубрик. Это пастель я так пыталась. Вот какие-то карандаши, наверное, Лира. Мне не нравится, конечно. Это 10 лет назад было. Но я не знаю, не уверена, что я бы в этой книге сейчас смогла что-то нормально раскрасить на этой бумаге. Вот. Книжечка уже не продается. Ее можно найти только на БУ в рынке. Так. Ну, классные чубрики. Рисовка классная.
Прикольно было бы, если бы переиздали на какой-то хорошей бумаге. Вот здесь тоже у меня такая грязющая получилась. Тоже лет 10 назад раскрашена. Лирами, наверное, я не знаю, чем, не помню. Грязь прям ужасно, ничего не ложится, как будто бы. Вот, вот, все. Ой, она сейчас вообще развалится. Я так тогда покажу. А там, если захотите, обзорчики посмотреть. У меня тут еще одна была какая-то раскрашенная, точно. Точно была. Давайте ее найдем. Во. Ой, сейчас этот лист выпадет. Вот такая еще. Тоже тогда же давно-давно раскрашена. Не нравится мне, короче, качество книги. И то, что у меня работает. Если некрасивые, извините. Теперь посмотрим «Вокруг света на велосипеде». Красивая книга. Покупала ее тоже давно, еще в 16 году. И красила там тоже где-то года 3 всего, наверное, с момента покупки. Потом перестала, поднадоела. Вот. И сейчас тоже пока не хочу возвращаться. Но книга цена как ностальгия. И в целом тут есть у меня работы такие, которые, может быть, и не очень красивые, но мне классно смотреть на то, что я там как-то, как я раньше раскрашивала. Здесь какие-то карандаши и акварель. Акварель была Ладога. Вот я первую себе акварельку покупала Ладога. Это первая работа в этой книжке. Вот. Мне как-то сейчас неинтересно красить этот велосипед везде. Может, приелось все-таки. Одно дело, когда ты только что книгу купил, другое дело, когда она у тебя уже лежит 10 лет, ну, конечно, уже может поднадоесть. А насиловать там себя неохота, да? Много чего еще есть. Покрасить в удовольствие. Конечно, книга для своего времени была очень крутая. Крутые сюжеты. Такая прям изюминка. Необычная задумка. Сделать там путешествие на велосипеде котика этого. Так, вот это лирами тоже раскрашено там много лет назад. Много лет, это значит, скорее всего, больше 5. Лирами точно. У меня не было особо там других карандашей. Долгое время я лирами только красила. Может, еще какие-нибудь Манделузы и Инктенсы. У меня, наверное, в году 17-м появились. Или 16-м, блин, не помню точно. Так, а раскрашиваю я с 15-го года. Здесь тоже это акварелька Ладога. Не очень мне нравилось. Вот. Задумка прикольная, реализация не очень. Ну, карандаши, наверное, лира. Или что-нибудь, может, еще детское тут замешано, яркое. Тоже эта книжка вроде как уже не издается, но, может быть, там в каких-то других изданиях, там зарубежных у нас точно нет. Немножко рассохлась. Вот. Ну, качество бумаги у нас было хорошее. Так. А тут тоже задумка была одна, ничего не получилось. Намудрила какой-то кот, как морковь большая. Тут типа перламутровая, акрил перламутровый у меня тут. Не знаю, видно, нет? Ну так все. Так, что еще? Побыстрее. Вот такая работа тоже лирами. Не буду повторять, что давно. Из этой книги все очень давно
раскрашена. Тоже работа лилиями акварелью. Наверняка тоже Владыка. Другой не было. Здесь, наверное, пастелью фон. Мне так кажется. Ну или же, да. Снимаю вечером под светом лампы. Надеюсь, что в следующую часть удастся днем заснять, чтобы свет получше был. Так. Кто тут издатель? Прям интересно. Ну вот тоже Иванов и Фербер. Это получается, что Зифлин тот же самый, да, как я понимаю. Вот у них, да, грязненько. Я книжки не оборачиваю свои. Так. Сагыми. Сагыми взяла в том году на попробовать. И хорошо, что я взяла не взяла сразу японское издание, а решила взять наше. И мне не понравилось не то, что иллюстрации или бумага. Там я ее даже не пробовала. Не знаю вообще, как там эта бумага. Не нравятся мне книги с примерами. Не мое, не могу такое красить, не хочу подстраиваться. Вот, поэтому эта книжка либо кому-то ее подарю, либо гостям, либо детям оставлю. Красить не буду. Пельмешек, этот Сагыми лисенок, он, конечно, очень милый. Вот. Никто не спорит. Ну, просто не мое, не могу я, когда у меня есть чужой пример прямо вот перед глазами, а сидеть там что-то скрывать, всю книгу заклеивать. Не хочу заморачиваться так. Ну и тоже везде перемешиваю. Не буду сильно подробно листать. Так, ее дальше. Лучше, наверное, что-нибудь такое старинное. Подольше полистаю. Создание большие и маленькие. Старая книжка. Когда она тоже, наверное, году 16, да, тоже Иванов и Фербер. Такая плотная обложка. Сзади у нее вот такая картонка. Интересная такая штука в виде энциклопедии. Я ее хотела типа а-ля всю раскрасить там в свое время. Ну, вот что у меня кончилось там, ну, тоже давным-давно раскрашено. И все. Но мне избавляться от этой книги не хочется. Мне вот почему-то приятно, мне нравится, что эта книга вот такого формата, как какая-то энциклопедия. Я такого не видела. И думаю, сохранить это, если сама не раскрашу, то, может быть, племянникам, либо когда дети будут, им будет интересно такое пораскрашивать. Либо пусть вот так вот лежит и все. Потому что классно. Классно. Тут факты, тут живность. Ну, там избавиться от этой книги, потому что там я ее не хочу красить. Не могу. Сама ее задумка мне нравится, она этим ценна. Классно. Вот. Мне бы в детстве такую раскраску, я бы вообще обалдела, потому что я сама ввела типа свои энциклопедии, тетрадки там про кошачьих у меня там было, всякое такое. Такого у меня не было. Я сама там что-то себе рисовала, выписывала из другой энциклопедии в свою энциклопедию. Классно, да? Иногда вижу ее на Авито есть.
бывает. Кому интересно, или детям. Купить или себе. Классно. А что вот Айви хотят закончить? А вот это, мне кажется, прикольно закончить. Такая прям реально штука была бы интересная. Дальше. Книжечки Анастасии Колдыревой. У меня 2 штучки. Есть вот это про дракончиков. Я в ней еще не раскрашивала. Но у меня уже очень давно тоже. Не знаю, года с 17-го, наверное. Врать не буду точно, какой год, не помню. Но давно. Эти книжечки 2, которые у меня есть, мне Анастасия в подарок прислала там за услугу, так сказать. Вот, ну, она попросила там меня что-то кому-то отправить, я уже не помню, из Москвы забрать, отправить. Я помогла, и она мне сама благодарность, ничего не просила, там мы не договаривались, там отправила 2 книжечки. Приятно, тоже такие ностальгические воспоминания, как мы там все вместе раньше вот собирались и закупки по раскраскам зарубежным делали, и вот это все. Ну вот эта книга замечательная тоже. Просто у меня еще нет, по-моему, ни одного раскрашенного дракона в жизни. Вот, ни в одной из книг про драконов. Может, когда-нибудь доберусь. Тут еще вот эти вспомогательные точечки. Мне кажется, что раскрашивать будет несложно. Не знаю, издается эта книжка до сих пор или нет, но она такая красивенькая. Да, миниатюрки не буду показывать. Вот, красивая книжка. Классно. И памятно. Так, сейчас буквально секунду. Коту понадобилось срочно выйти. Так, и вот эта тоже книжечка. Здесь портреты. Я просто долгое время портреты боялась раскрашивать, а сейчас я их не очень хочу раскрашивать. Но в том году я здесь 1 раз красила. В целом мне понравилось. Девушки тут красивые. Мне нравится, что они оформлены в такой круг. Ой, вот это вообще прикольно, да? Кстати, вот мне интересно, тут написано у меня, где, что, когда, какого года. Вот жалко нету, да? Сейчас посмотрим, прям что-то стало интересно, когда вот она выпускалась. Ну, она самоиздатна, может, поэтому вот не пишется, но так, наверное, тоже 17 где-то год, мне так кажется. Красиво. Насчет бумаги ничего не знаю. Я считаю, это не прям какой-то там такой плохой бумагой, с которой справиться нельзя. Бумага во всех книжках у нас разная всякая встречается. Есть, конечно, а-ля лакшери, типа Blue Angel, там, ну, в основном у нас везде спорная бумага, к которой надо подход какой-то находить всегда. Вот мой первый такой, вообще первый портрет, который я старалась как-то в реализме покрасить, и вообще над которым я старалась. Первый был в том году сделан призмами, немножко где-то добрала, где-то не добрала, как-то лицо, да, темнее, чем остальное тело, выглядит неправильно так, ну, в целом нормально. Тут акварель перламутровая такая, под прямым светом она некрасива, наверное, хотя, ну, ничего, нормально. Вот. Думаю, что-нибудь еще тут покрашу. Вот у меня даже какие-то закладки есть. Когда, не знаю. Планов у меня всегда много. А делаю я мало.
Вот. Я еще раньше на своей книжке делала на все вот такие вот закладки, но они мне оказались бесполезными. Ой, какая совушка красивая, малюсечка. Красивая. Дальше. Вот такая у меня раскраска, бестиарий. Это, наверное, что-то типа хоррора, может и хоррор. Я не знаю, издавались эти книжки от канала Утопия Шоу. Я просто купила в поддержку, потому что смотрю этот канал очень давно, когда он зарождался. Вот утопы. И тут вот такие монстрики. Красить я, скорее всего, это не планирую. Это так, просто какая-то... Как какой-то сувенир, да. Вот. Мелковато, тут очень намешано всего. Пестро так, вот это все вокруг выглядит. Ой, блин. Ага, не так давно с мужем пересматривали этот фильм. Гремлины. О, прикольная. Ну, на самом деле думаешь, вау, прикольно, так смотрели, классно, интересно. Мы с ним пересмотрели, такие, господи, как это можно было смотреть в детстве, причем по 55 раз. Сюжет там такой дурацкий. Вот, ну, в общем, вот такая вот книжечка. Прикольная. Дальше у меня есть одна раскраска с девочкой, я, по-моему, все просто называют, да, «Мгновение тишины». В нашем издательстве тоже не стала брать иностранное. А когда только вышла там первая часть, тоже, наверное, в году 16-м, вот, все красили ее, да, она там в фиолетовом платьишке сидит. Мне тогда она, по-моему, она тогда была на мне не очень доступна, но и мне тогда она казалась сложной и так далее. Вот, а тут я решила попробовать, но я так тут ничего не покрасила. Вот это я жижей заливала. Хотела покрасить, но не стала. Тоже, опять-таки, потому что есть примеры. Поэтому не идет она как-то, у меня рука к ней не лежит. Но ей я еще планирую дать шанс какой-то. Если она еще будет у меня там, ну, условно, год лежать, я даже закладку в ней не положу, что вот я хочу там вот это покрасить, то тогда она тоже уйдет у меня с акыми из разряда подарить кому-то или оставить для гостей. Вот. Ну, скорее всего, надо кому-то подарить. Все. Быстренько полистала. Красиво красит эту серию. Но это должно быть книги к автору вдохновения. У меня так. Дальше. Вот такая книжечка «Средневековый бестиарий». Что я ее прям дешево там купила, а-ля там 100 рублей. Понравились в целом сюжеты, но такое у меня все равно ощущение, что я ее просто так вот взяла. Мало вероятно, что я буду ее когда-то красить. Вот. Ну, посмотрим. Есть и есть. Тоже вполне себе симпатичная. Меня тут привлек, наверное, такой деликатный лайн автора, да. Что-то вот у наших авторов сейчас редко встретишь такую тонкую рисовку.
может, их так обрабатывают, да, в издательстве, не знаю, как происходит, но зачастую просто прям такие жирные, особенно первый план почему-то. Мне вот нравится тоненькая рисовка по большей части, либо чтобы она какая-то равномерная, одинаковая везде была. Так, дальше книжечка Илья Исаулова еще одна. Тут у меня есть работы. Не знаю, буду ли я еще красить когда-нибудь, может быть. Здесь у меня вот давным-давно, ну не давным-давно, может пару лет, 1,5 года, вот так вот назад, маркерами первыми, которые я купила себе, наборчик китайский раскрасила вот этого гномика. Что-то мне так понравилось, я так даже удивилась, что у меня с первого раза маркерами получилось, на мой взгляд, довольно прилично. А вот потом у меня получилось не очень. Да я хуже пыталась сделать. Это уже вторая была иллюстрация. Мне нравится, как камень получился. Все остальное не нравится. И вот это та иллюстрация, которую я вам из той книги синенькой показывала. Та же самая, только она приближена. Нету вот этих внизу животных. Вот один в один. Так, давайте по-быстренькому. Вот так, через несколько. В целом, чтобы просто было там, да, понятно, какая у автора рисовка. Тоже вот эти как будто наклейки, стикеры или жирные. Ну, меня вот это отталкивает. Я бы, наверное, вот эту книжку побольше бы пораскрашивала. Но не люблю я вот это жирное. Зачем мне вот сидеть, это все скрывать, а когда это не скроешь, настолько жирный лайн, он как-то странно выглядит. А вот это, кстати, прям классный сюжетик такой. Вот, может быть, если залезу сюда, то вот это. Ой, трясу вас. Вот эту покрасить. Вот сюжет прикольный. Так, дальше. Вот такая у меня есть раскраска Рика и Морти. Мне она не нравится, честно сказать, я отдала бы ее кому угодно. Но кому она нужна? Даже листать ее не хочу. Зачем я ее купила, не знаю. Нравился когда-то мне, да, этот сериал. Вот я больше не покупаю никакие книги по мультикам каким-то не культовым, там, знаете, диснеевским, да, а вот какой-то сериал там популярный был одно время, все там покупают атрибутику всякую, да, с этим сериалом. Или фильм. Вот, и там внутри этой книги персонажи, ну ладно, по мультикам, понятно, там будут такие же точно по книгам там персонажи идентичны фильму, и потом, когда ты охладеваешь уже, то как-то не хочется красить. Вот я уже 100 лет не смотрю этот мультик, вот, и красить мне не хочется. Ну и тут такая мелочевка. Ладно, слишком долго. Я думаю, поняли о чем. Не хочу покупать книги больше, где, ну вот как Шерлок, да, тоже отдам даром, как говорится. Не нравится мне она, не хочу, ни гостям она не нужна, ни детям. Ну, тут, во-первых, тут рисовка странная довольно-таки, спорная. Во-вторых, ну вот эти книги все, где персонажи точно такие же, как в кино, мне не нравится. Я не могу как-то по-простому интерпретировать как-то по-своему. Нужно вот в какой-то реализм вдаваться, иначе это все как-то некрасиво, на мой взгляд, выглядит. Вот. Я ее вам давайте так быстренько. Книжка старая, тоже куплена черти когда, но мне вот это не нравится. И выкинуть жалко, как говорится, и отдать некому. Кому она нужна? Вот. В общем, нелюбимая книга коллекции это вот это и Рик и Морти. Не дружу с ними. Так, дальше. Нетронутая красота. Красивейшая книга.
тоже куплена у меня давно, немножко обложка, но тогда же пожелтела от старости. Ничего тут не раскрашу. Я ее потому что купила в 16 году. Сами видите по моим там иллюстрациям, которые я вам уже показала. Старый раскрашенный особо не умела. Там мне хотелось красиво, мне нравилось, когда я накрасить. Ну, я так красила эту книжку, я так не умела. И мне жалко ее было. Тогда еще вот повторюсь, да, что мало было таких книг каких-то красивых. И даже там книга за 500-600 рублей было дорого все равно. Вот. Ну, для меня. Вот. И я ее не красила, но сейчас вот, может быть, я к ней в скором времени подступлюсь, потому что вот я сегодня победила Мелимароту. Вот, и я думаю, что по такому же принципу и эту книжку можно красить. Еще плюс тут акварель хорошо ложится. Но она у меня тоже такую ностальгию того времени вызывает. Рисовка красивая. Такая умиротворяющая книжечка с животными. Все как я люблю. Вот этого кита, помню, у Даяны красивейшего. Вот. Тем более я сейчас отношусь к книгам так, что мне ничего не страшно, ни в какую книгу залезть, ничего попортить. Это раньше мне было страшно, так все жалко. Сейчас нет, вообще пофиг. Ну не получилось, и фиг с ним. Проще относишься уже ко всему. Уже наоткладывали всего на завтрашний день. Больше не живу отложенной жизнью. Если не раскрашиваю что-то, то только из недостатка времени, либо потому что внимание переключается на что-то другое. Вот какая классная. И книжка еще хорошо раскрывается. Вот, кайф. Надо будет ее начать. Мне кажется, ее акварелькой так по-легкому, без всякой доработки вообще. Кайф, какой коврик классный, полки. Вот это вот простецкая, вот это можно классно. Это так фигня, это тоже фигня. Вот. Но с животными все классные. Такие паттерны я всякие не люблю, бестолковые. Не люблю это красить. Красивенько, да? Так, тоже качество хорошей книги. Манов и Фейбер раньше печатались. Могли, умели, практиковали хорошую печать. Дальше. Вот такая книжечка у меня появилась зимой того года. Полностью новая. На Авито. В пленке там, в коробке она была не распакованная у какого-то фаната Варкрафта. Я ее купила. Я ее давно хотела. Вот. Просто не успела там в свое время взять. Что мы думали всегда? Да не пропадет, потом возьму. Вот. А там случилось то, что случилось. И издаваться Warcraft здесь перестал. Вот. И мне сразу там стало грустно, что я не успела купить. Вот. Я не в Warcraft я не играла. Я больше играла в Hearthstone, где все те же самые персонажи. Я там вообще задрот в этом Hearthstone была. Ну и в целом, конечно, я знаю вселенную Warcraft, World of Warcraft. Все играли, знакомые. Вот, в Warcraft я немножко играла. Все равно знаю всех этих персонажей, эту вселенную. Классно. Вот. Красиво ее раскрашивают. Я буду тоже, если ее начну красить, буду стараться по референсу. Здесь меня это не напрягает, потому что здесь мне не нужна какая-то моя интерпретация. Тут есть как бы персонаж из игры, есть арты, и можно по ним раскрасить.
И это культовая вещь, это не какая-то однодневка, это уже не знаю сколько, 20 лет это вселенной, если не больше. Дальше есть у меня такая книжка «Прекрасные незнакомки». Я каждый раз так говорю, дальше, да. Вот такая вот книжка. Ну, сорян. Такой паттерн. Так, это, наверное, тоже год 16-й. Не, даже раньше, это я в 15-м году, смотришь, где-то купил. Тут у меня, по-моему, одна работа есть. Такая интересная книжечка. Нет, у меня нет полноценной работы. Я до сих пор помню, что хотела сделать эту кофту желтой, и у меня отложилось, что она у меня докрашенная в желтой кофте. Тут отпечаталось что-то. Красила давно-давно какими-то, наверное, детскими карандашиками и гуашью волосы. Все, тут больше, по-моему, ничего не красила. Но девчонки тут очень красиво раскрашивали. Ну и мне надо было, конечно, взять. Классная такая, интересная. Вот это я по уроку Даяны пробовала давно-давно, когда она ее снимала, но у меня фигня какая-то получилась. Скулы разные. Ерундистика. Это у меня лир еще не было, по-моему. Всякие разные обычные там какие-то карандаши у меня были, я даже не помню какие. Вот. Так, еще у меня есть вот такой экземпляр Керби, он так чисто просто в этой стопке у меня тоже лежит. Я его листать не буду, но эта книжка у меня новая, красить я ее не буду, потому что вот у меня есть обзор на канале 150 лет на давность, она у меня бракованная, я ее потом заменяла. У меня вот такая печать рваная. Я уже не говорю о том, что она на склейке, да. Ну, там есть, где прям это вообще отвратительно выглядит. Такой разрыв. В общем, лежит. Вот. Такой прям пум. У других такого не было, кто эту книжку купил в этом издательстве. Тут мне такая попалась, я ее потом заменяла. Вот, также здесь у меня вот эта книжка, не помню, что за автор, так. Вот. Джулия Спирит, еще не вижу вообще где. Что-то на Book Depository давно-давно заказывала, она мне что-то понравилось. Я тут одну картинку раскрасила и дальше вот отдала ее гостям, маме. Вот мама здесь красила. Я только одну вот эту. У меня видео есть 100-летней давности на канале, акварелью красила вот эту мадам. Как-то я поняла, что не моя эта рисовка. Тут то, что мама красила, тоже. Польза от книжки есть. Гости красят. Родители красят. Так, ну так быстренько покажу. Не знаю, есть ли у этого автора еще книги. Такое впечатление, что что-то знакомое, но я уже вот не особо помню, кто, что она. Вот это меня подружка красила зимой. Вот. Вроде какая-то популярная была, не помню. Сейчас не слежу, не вижу книг этого автора. Так, сейчас будем смотреть Мельпомени Хацепанайот, по-моему, да? Так, вот у меня две книжки. Начнем с «Круга жизни». «Круг жизни» я только в этом году освоила, так сказать. Начала его красить, мне нравится. Окрашу тут с применением лака для волос, пшикаю и потом раскрашиваю. Вот тут у меня есть, можете заметить, такие закладки, лак и стрелка туда-сюда. Значит, с двух сторон я там залачиваю. Напоминалочки такие. Книжка замечательная, прекрасная.
легко красится, как оказалось, хотя я не могла долго к ней подойти. Вот раскрашена в июне этого года акварелью. Все акварелью, кроме вот этих, вот этой живности и кактусов. Это сделано Малевич Про. Так, здесь тоже Малевич Про и акварель. В мае раскрашивала этого года. Вот тут я плохо обработала лаком. То ли я перелила, я уже не помню, она у меня насквозь промокла и какой-то не тот эффект мне дала. Либо я не долила, и у меня вот здесь, может быть, не видно, но тут такой бугор, залом, и с этой стороны страница испортилась. Я поэтому взяла себе дублирующую книжку и хочу тут заклеить чистую страницу новую. Вот. И 100% это не последний случай такой будет в этой книге, где у меня может что-то пойти не так, поэтому донор у меня есть. Буду, если что, подменять, то что мне нравится ее сейчас красить, она у меня хорошо идет. И хочу тут побольше красить. Может быть, когда-нибудь закончу, лет через 5-10. Вот эту я красила. Что у меня не подписано, я в последнее обычно подписываю. Это в этом году, если то в мае, это, наверное, в апреле. Здесь акварель Куритаки, тоже там на лак, и Малевич Про. На Image Crafting красила. Тема, не помню, что я тема, но вот на марафон Image Crafting. Столько марафонов, уже не помню, что, где, когда было. Вот. Сначала она у меня как-то не шла, я не знала, как к ней подойти, но вот после вот лайфхака с лаком и вот этой картинки апрельской я стала хотеть ее красить и красить почаще. Ну, стараюсь там раз в месяц хотя бы. Вот это тоже в мае раскрашено. Крокодильчики, акварелька, вода и лайтфасты. Немножко подпшикиваю сверху и еще лаком чуть-чуть совсем, просто чтобы не разносился карандаш. И тут, может быть, и не чуть-чуть получилось, что-то блестит сильно. Вот такие. Блин. О. Нравится, как получилось. Насыщенные такие. Вот. Не шла сначала, а потом тук-тук я как-то раскусила, как ее красить, как мне нравится ее красить. Казалось, так все запутано, как что. Я в последнее время просто научилась вот это обобщать, не деталить вот это все, что не надо. Вот, может быть, она и поэтому у меня как-то лучше пошла. Красивая книжка. Но первая у меня в ней иллюстрация была вот эта задняя. После чего я ее там не красила. Я ее примерно, наверное, и купила где-то зимой того года. И вот я раскрасила, полезла сюда красить без какой-то там, мне кажется, без жижи. А может даже и жижи, но протекло люто. Ой, ничего, заклеимся. И вообще такая, не, ну как же. Не хочу так красить. А вот сейчас с этим лаком мне нравится. Так, надо ее сейчас сторонку на починку вам дать мужу. Отложу сторонку. Так, и вот такая книжка. Купила ее там буквально пару месяцев назад. Еще не красила. Тоже пельмени.
Мы ее так называем, мельпомени. Вот, а в чатике называем так, шуточно. Красивая книжка. Опять-таки у меня такое, пока что здесь тупо, как это красить, мелко все. И пока круг жизни идет, я даже и не стремлюсь там сюда залезть. Всему свое время. Ну, сюжеты тоже интересные. И картинки односторонние. Плюс круг жизни мне нравится тем, что у него небольшой формат. Эта книжка все-таки побольше, чем круг жизни. Вот. У нее какая-то там новенькая еще книжечка. Вот если будет доступна, я, наверное, ее, может быть, тоже возьму. Ну, всю серию там ее книг я не хочу. Вот. Прикольно. Ну, блин, такое ощущение, что круг жизни пока ничего из ее книг не переплюнуло. Прям самое топовое. И ее концепция, что в круге в основном все иллюстрации, и там есть такие с прям хорошим смыслом, такие на подумать, пофилософствовать. Здесь просто такое мистическое. На такую мистику можно что хочешь накрутить. Вот. Ну, красиво все равно, да. Так, у нас еще, наверное, книг 8 на просмотр в этой серии. Так, дальше покажу коллекцию раскрасок Лизи. У меня 2 российского и 1 зарубежная. Начнем с магии Рождества. В этом году мы в ней приударили немножко в чатике. Ну, 2 работы за 2 месяца даже для меня это приударить. Так, здесь у меня бумага тоже тут хорошая. Альпина. Наше издание. Мне нравится. Кайфово. Здесь я раскрашивала давно-давно фомики, инктенсы, фомики. Чуть-чуть тут у меня где-то проявились, ну, незначительно. Никак не закончу, не знаю я. Это очень старый вип. 17-го, наверное, там, я не знаю, какого года еще, когда я в медицине работала, и там даже у меня была возможность там на обед, или когда там промежуток пациентов нету, посидеть, что-нибудь пораскрашивать. Я помню, что я там сидела, этим занималась. Нравится мне лифтинг. Так, необычная рисовка. Интересно распутывать. Я берусь, конечно, пока в ее книгах, мне кажется, за самые простые задачи. Вот. Ну, книжку вот эту, сейчас, эту книжку про Рождество я точно не стремлюсь закончить. Вот это в этом году мы красили инктенциями все, только его лицо малевичами. А инктенции и блесточки мне очень нравятся. Легко, быстро, классно. Видите? Вот какой. Хороший, хороший. Здесь эта лошадка тоже мне нравится. Легко, быстро, приятно. Красиво. Блесточки, стикл здесь, инктенсы. И ручка Ланго. Вот это вот голубенькая. Стиклс. Красиво. Ну и на фоне немножко, да, у меня вот так. Оп. Нравится цветовое сочетание. Вот. Наверное, в следующем году мы по ним тоже немножечко приударим. Ну и все. И такой был удар в 2 иллюстрации. Для меня это много. Так, вот.
Секунду. Сорян. Так, давайте побыстрее. Тут, по-моему, больше ничего не раскрашено. Может быть, випчик какой-то с того года есть. Да, вот такой вип. Прикольная книжка в том плане, даже не книжка, автор. Люблю, Лизия легко раскрашивается для меня. Никакого там шедеврального результата я от себя не жду. Вот просто, как сказать, не знаю, отдаешься процессу, отпускаешь ситуацию. Здесь у меня побольше работ, но в основном всем раскрашена давно. Вот эту книжечку мне бы хотелось когда-нибудь всю раскрасить. Она у меня из всех самая любимая. Я не буду называть какого там года. У меня в инстаграме можете посмотреть. Это когда была выложена эта работа, очень давно. Инктенсами. 16-17 год. Раскрашиваю я здесь. Лизе я раскрашиваю по старинке инктенсами и акварельными карандашами. Мне так нравится, чтобы вот только этими материалами было раскрашено. Поэтому здесь везде только так. И пока я этого придерживаюсь, пока мне это не надоест. Ой, тихо. Вот. Тоже инктенсами давно. Да, небрежно кое-где. Мне это вообще не парит. Результат мне нравится. Готовой работы. Вот тоже старая. Тоже, наверное, какого года книга-то? Давайте посмотрим. Мне кажется, тоже 16. У нас какой-то бум был, что приколдесные всякие книги начали в 16 году. Да, в 16. Выпускаться у нас. Вот. Инктенсия. Красиво. Красота. Дальше. Вот здесь. Вот тут у меня уже немножко манделузы и инктенция. Я начала уже чуть-чуть с манделузами миксовать. Мне не нравится, как я пыталась сделать какие-то звездочки гелевой, плохой ручкой белой. И в некоторых работах это только испортило работу в некоторых местах. Вот тут, например, ой, ручка, черти, что с ней случилось, и попортила весь вид работы моей. Ну, иллюстрации, ну ладно, я не хочу переделать, потому что старое такое воспоминание, прикольно все равно. Не знаю, вот готовые иллюстрации в Лизе прям классно смотрятся. Люблю. По-моему, в апреле или в мае я здесь последний раз красила, блин. Прошу прощения, у меня кот по плите любит ходить. Так. Вот. Была раскрашена в мае, по-моему, этого года. Тоже так просто. На чили, на расслабоне. Вообще пофиг, что она у меня выглядит как консервная банка в космосе. Это МКС. Вообще пофиг. Мне нравится. Это випчик. Вот такая. Не пойму, я ее докрасила. Вроде как будто бы да. Вот. Вот это випчик. Надо доделать, кстати. Тут осталось всего ничего.
тоже старая работа. И, по-моему, все. Больше нету ничего. Вот такие мне нравятся иллюстрации, как паттерны. Вот эти две это были популярные книги от Лизи. Вот журнал, мне кажется, менее популярный в России, он уже не издавался. У меня тут одна маленькая картинка раскрашена. И у меня здесь от инктенсов от воды, как я обычно использовала в той книге, вот так повело. Тут бумажечка такая тоненькая. Мне вот как-то и не пошло дальше. Больше всего мне нравятся города и Рождество. Ну, когда-нибудь до этого, наверное, доберусь. Вот. Я ее так мельком, очень такая, кстати, она очень сильно прям заполненная по сравнению с предыдущим. Там какие-то есть больше миниатюрок каких-то, здесь прям мелочуха, давно ее не листала, эту книжку. Вот так вот. Люблю красить Лизи и нравится смотреть, как другие красят, всегда очень прикольно, так интересно смотрится. Так, Керби Розанес, такая старая книжечка у меня. Я в ней вот красила в году 16-15. Больше не раскрашиваю. Она у меня сейчас как для гостей лежит. И у меня там в основном работа там сестры. Вот. Это моя первая здесь картинка. Какими-то китайскими карандашами акварельными я тут пыталась. Это не мое. Прикольная книжечка. Периодически вижу, ее продают на Авито. Раньше модно было эти нулы. Давайте не буду сильно листать. Я сейчас найду то, что я красила, да? Эти все не мои. Не моюшние. Так, вот это я красила. Что-то типа какими-то акварельными, наверное, карандашами. Я тогда какой-то из Алиэкспресс какие-то ноунейм там в 16 году заказала. Вот это не я красила, нет, не помню, это не мое. Вот это мое я фломики красила. Давно-давно. Вот этого я начала на чубрика красить. Мою не доделаешь мой. Вот и все здесь. Больше моего ничего не раскрашено. Все гостевое. Вот это не помню, кто вообще натворил. Ну и ладно. Пусть красит на здоровье. Дальше у меня вот такие мои первые книжечки Керби Розанес. Тоже тогда я еще в древние, во времена мамонтов, блин, да. Здесь у меня они разваливаются, где-то попорчена книга. Я их заменила на иностранные издания, потом в другой серии по Керби покажу. Заменила, но ничего у них не раскрашено в новых книгах. В этих есть какие-то старые работы, я их и храню, потому что мне интересно смотреть там и вспоминать какие-то свои старые работы посмотреть. Ну и я туда по желанию разрешаю гостям раскрашивать. Вот это моя первая работа в этой книжке. Наверное, давайте посмотрим, когда она была издана. О, 275 рублей стоила. Так, когда она была у нас издана? В 15 году, значит, вот в 15 году. Да, я вот раньше в первых своих книжках раскрашивала так у меня разноцветное все было. Потом я начала смотреть, как девчонки красят, как на ютубе красят, и стараться хотя бы цвет гармонично подбирать. Давайте эту книженцу я, наверное, не буду сильно листать. Мы ее полистаем в
А, Когда я буду Керби показывать, она у меня есть в иностранном. Тут посмотрим только работы. Вот это тоже, это точно вот китайскими старыми, китайскими акварельными карандашами. Их у меня уже давно-давно нет. Салика, который заказывала попервой. Вот раскрашивала. Что тут еще? И, по-моему, здесь я забросила красить вот из-за этого. Красиво все начиналось. Тут что я хотела сделать? Я фломики разбавляла водой. Такая, вау, класс, круто. А потом смотрю, у меня вот так все протекло. Ну, блин, это было, наверное, очевидно, да? Плюс еще, видите, книга рвется. И я так расстроилась, что у меня испортилась книжка. И больше я не захотела ни докрашивать, ни красить этого Кракена. Хотя получался он красиво. Сейчас бы я не расстроилась, я бы или придумала, как вклеить сюда что-нибудь, или как это перекрыть, или как это обыграть. Ну, опыта зашивать книжки у меня еще нет. Вот. И метаморфоза Керби тоже тогда купленная старая. Сейчас тут тоже так же сделаем. Просто посмотрим, готова работа. Вот это лирами было уже раскрашено. Может, она, кстати, чуть попозже купленная. Уж не помню, как они выходили. Может, она в 16. Неважно. Лирами красила вот эту работу. Старая. Мне тогда вообще казалось, капец, я просто мозг такое придумать. Так, вот такой вип акварелью. Здесь у меня. Потом у меня вот такой череп недокрашенный чем-то. Не знаю чем. И вот такой вот якорь инктенсами. И пастель, судя по всему, на фоне. Так. Все. Теперь посмотрим Джоанну. Джоанна у меня вот в этих двух. Это старые мои книги 15-го года. Тут очень старые работы, смешные. Вот сейчас посмеемся, тем, как я красила. Вот. Это у меня были такие, я вот помню точно, что это первая моя такая книжечка. Еще у меня была первая книга Милли Мороты. Не в царстве животных, что ли, она называлась. Я ее потеряла или мама моя кому-то отдала. Не знаю, у меня там несколько работ есть. В Пиктуриуме, по-моему, ее выложила. Можно посмотреть, тоже 15-го года. Но они старые все. Вот. В общем, здесь такие были детские какие-то лиры акварельные, модные тогда. Вот я их купила вот эту книжку и мазюкала. Книга принадлежит Аннет. Вот так вот. Ну, вот. Ну, красота. Не, ну, понятно, что можно хотеть. Невозможно без насмотренности, без понимания вообще, кто как красит. Тут просто вот красила вот так от балды. Потом уже увидела, как можно красить красиво, да. Захотелось так же. Но в этой книге, по-моему, у меня еще что-то из приличного, я считала вот этот пень. Ну, сейчас, конечно, он мне не нравится, но это и нормально. Лет сколько прошло? 10. Вип. Он мне не нравится в плане красоты, но он мне нравится, что он вызывает у меня ностальгию. Вот так вот. Ничего против него не имею, против этого пня из своих старых картинок. Вот такая вот провокационная история. Не знаю, что я хотела. Ну, мне казалось, это красиво. Там, типа, такой радужный цвет покрасить. Ну, ерундистика просто сама по себе получилась. Некрасивая ерундистика.
такой вот вип. Такой вип. Ручками капиллярными, по-моему, я брала. Единственная приличная здесь штука, это вот в 2017 году у меня появились карандаши, блин, господи, как они называются, тайские, калины половинчатые. И я приехала и вот ими начала красить, блин. До сих пор вот нравится, как я цвета подобрала, но я все никак не закончу. Вот с 2017 года. Помню, что в 2017-м, потому что я в Таиланд летала первый последний раз в 2017 году. И вот после него покрасила вот эту работу. А так эти карандашики у меня пока лежат как сувенирки. Сейчас такой бум на Джоанну, многие заканчивают, красят. И старые книжки, все так красиво, все так у девчонок легко, красиво идет. Молодцы. Прикольно прям возродили Джоанну. Таинственный сад. А вот в таинственном саду у меня что-то есть. Сейчас посмотрим. О, какая красота. Тоже старая работа. Какими-то непонятными карандашами, каплянными ручками. Вот так вот. По-моему, здесь больше ничего. Тут что-то пастель вот пыталась сделать. Бумага тут гладкая. Хоть это у меня старая книжка, я не могу сказать, что вот какая-то офигенная бумага. Вот эту работу я уже считаю... Сейчас покажу. Вот эту работу я уже считаю приличной. Довольно-таки по цвету. Ну, типа, мне нравится, как я подобрала вот так вот, что эти оранжевенькие, здесь такое лавандовое, фиолетовое. Цветовое решение красивое. А вот такие вот цветы рисовать. Была девочка какая-то, блогер, я уж не помню. И она вот так черный все время вписывала. Вот я за ней повторяла. Вот так вот. Но я сильно не буду листать. Старая книжка. Все ее знают. Работы хочется посмотреть, а их нету. Вот давайте вот так. Все. Так. Потом мне недавно пришла вот эта книжка. Я ее еще не красила. Но хочу там уже одну картинку точно, по-моему, с лимончиками я положила. Это китайское, по-моему, издание у меня. Вот, у нас был месяц культового автора Джоанны. Я вообще под этот месяц заказывала, но эта книга мне очень долго шла. Она застряла там в Китае. Я вообще думала, она мне не дойдет. В общем, пришла, когда уже культовый месяц закончился. Вот. Ну, я решила ее себе оставить. Потому что я хочу раскрасить вот эти лимоны. Как-нибудь живописно. Хочется их раскрасить. Не знаю, то ли гуашью, то ли масляной пастелью, наверное, не подлезть. То ли акварелькой. Если она здесь пойдет. Благо у Джоанны есть такая вещь, как тестовая страница. Вот красивая. Ну, тут есть красивые такие миниатюрки, сюжетики, которые можно... Ой, какие птички прелестные. Раскрасить. Не заморачиваясь там, не тратя много времени. Вот, было время, я такая, фу, Джоанна, надоело, все устарело, прошлый век. Ну вот что-то сейчас такая движуха, девчонки красят, и как я под этим веянием, тоже так на нее по-другому посмотрела. И в целом мне вот в новых двух книжечках, вот в этой и в следующей, где у меня парочка раскрашена, нравится иллюстрация, есть что выбрать, покрасить. Потому что вот эти старые «Таинственный сад», «Зачарованный лес», я красить их не буду. Но там
Ну, мелочевка такая, еще бороться с этой бумагой. Да нафиг мне это надо, не хочу. Вот эта книжка Magical Words мне больше всего у Джоан нравится. Она у меня стоит на полочке книжек, которые я сейчас хочу больше всего красить. Вот. Тут закладочек много. И вот она мне зашла. Я ее тоже заказала в месяц культового автора Джоанны. Она мне вовремя пришла. В отличие от той. Бумажка здесь отличается, хотя пингвины вроде оба. Но тот китайский, а этот я на Лангобуке заказывала. Вот эта книжка, мне кажется, удачнее всего для того, чтобы попробовать Джоанну там, ну и вообще иметь какую-то книжку, коллекция. Вот, в апреле я покрасила вот такую черепашку. Очень она мне нравится, такой африканский мотив. Значит, здесь у меня фон выполнен масляной пастелью, все остальное у меня выполнено призмами. Вот, я использовала лак. Вот тут вот у меня от скотча порвалось. Я использовала лак Молотов матовый. По-моему, я сразу им пшикнула, начала мазать. Или нет. Или сначала начала мазать, потом, когда мне надо было добавить, я его пшикала и сверху еще наслаивала. По маслу хорошо пишут карандаши, если даже задеть иллюстрацию. Прям вообще мне очень нравится эта черепаха. Она так кайфово раскрасилась. Масляной пастелью так кайфово красить. Классная. И яркая такая, теплая. Реально прям африканская картинка получилась. Вот такого я еще лемурчик себе заложила. Может быть, я в этом или следующем месяце раскрашу. Но это не точно на джунгли марафон. Ой, не на, ну, на экспедицию джунгли марафон сафари колористов. Вот такого дракончика заложила. Ну, вот те иллюстрации я закладку поставила, которые мне больше всего нравятся. Вот здесь у меня еще была, кстати, закладка. Я ее куда-то переместила, но я точно помню, что эту калибри я тоже себе приметила. Вот. Вот такое мне не нравится красить. Вообще морскую тематику не люблю. Мне кажется, у меня ни одной раскрашенной рыбы за 10 лет нету. Вот. Ну, нравится вот эта книжка. От корки до корки не планирую, но так в охотку или в какой-нибудь движухе поучаствовать зато вот есть. Есть с чем. Буду кричать: я с вами! Кто Джоанну красит? Я с вами! Вот. Все, я уже устала, у меня уже кукушка уехала. Так, ну и все. Вот зайчик тоже классный. Вот такие у меня тут зайцы. Раскрашенные. Здесь у меня немножко не понравился эффект от... я тут красила... чем? Как они называются? Холбейны. И блендерила их. И они так в бумагу впивались. И, в общем, некрасиво получилось. Вот эти разводы мне не нравятся. Размазано вот так вот. Но в целом мне нравится идея. И вот этот золотой цвет, то, что здесь с фиолетовым, мне нравится. Но немножко технически не очень. Ну ладно, пофиг. Есть и есть. Красиво. Все равно в целом симпатично. И вот эти странички тестовые. Молодцы, что делают. Вообще удобно. Все бы делали вот тестовые странички. Итак, моя гордость старая. Тоже моя старушка. Такая немножко уже наладан, почти что дышащая. Игра престолов. Здесь у меня по моим меркам больше всех раскрашенных работ. Либо это одна из книг, в которых у меня раскрашено много работ. Старые и новые, и какие хочешь. Это ее
вам вот напоследок этой серии хотя бы посмотрите мои работы. Вот это старая. Я ее нигде не выкладывала, по-моему, потому что я чисто у Даяны ее слезала в то время, там, когда мы красили 16-15 год, опять-таки. Просто вот у нее стырила задумку, раскрасила лирами. Вот так вот. Это кто у нас такие? Бертоны тоже лирами. Давно-давно. Даже вон можно заметить, что кое-где уже прям очень сильно постерся карандаш. Вот. Мне нравится. Вот этот мне нравится чуть-чуть попозже. Наверное, 17-18 год я раскрашивала. Акварель на фоне. Это тоже как будто акварель с доработкой карандашами, кажется. Ну, точно прям не скажу. Вот. Ламистеры. Грибы эти мне надоело уже красить, если честно. Я их пока не крашу. Это кто у нас? Талли. Акварелькой. Наверное, в 21-20 году вот это я покрасила рыбеху. Акварелечка и какие-то карандаши. Не знаю, какие. Не помню. Все, больше у меня гербы не покрашены, и меня не тянет пока здесь. Вот это мой долг тени. Надо будет покрасить. Так, вот этого мы в том году в декабре в Авариса красила. Я решила, короче, я боялась эту страницу. Сложная мне она казалась, деталей много. Я такая думаю, короче, сделаю ночь, пожар вообще изи, красит мало, типа все горит туда-сюда. Я когда начала это делать, я такая, блин, капец. Я только себе все усложнила, долго красила. В итоге сам пожар у меня... Мне задумка в целом нравится, но минус ее реализация ни хрена не быстрая. Ну и сам огонь не очень выглядит, да? Но в целом, в общем, мне нравится, как получилось. Я просто вижу свои какие-то минусы, но это не значит, что там, ну, прям совсем как-то ничего, некрасиво. Нет, красиво, но, блин, надо как-то получше огонь красить. Вот это все полностью акварелькой. Чуть-чуть, может быть, на огонь вот это. Я уж пыталась его как-то гуашью поправить. А так, без карандашей, вот чисто акварельный. Вот такой варис у меня. Дальше. Вот это тоже у Даяны был марафон в Инстаграме. Не помню, по-моему, в 20-21 году у меня было задание вот этого. Кто, не знаю, Халдрога это или нет. Вот раскрашивала полихромос, точно помню. Ну, может, какая-то акварелька еще. Вот такой. Ну, там в 21 году раскрашено, не знаю, мне нравится все равно, меня устраивает. Вот, тот же марафон, в том же году в Инстаграме от Даяны, вот было задание вот этих. Кто они там? Какие-то, блин, забыла уже всех. Короче, вот этих вот ребят надо было раскрасить. Акварели и инктенсы. Ну, акварелька вот тут. А вот этих вот неандертальцев раскрашивала инктенсами. И вот так, мне нравится вот так, вот как-то приглушенно так вот получилось. Мне до сих пор нравится. Вот. Как выглядит. Вполне себе красиво. А тогда вообще я такая думаю, ёпрямый театр, я такую красоту наделала. Это мой випчик с того года. И как раз долг тени. Покрасить задумку у меня на эту страницу уже давно, с того лета. Я вот знаю, как я хочу. Просто застряла вот. Потому что чернила подвели. Они так впитались как-то. И цвет у них не такой, как на выкрутке, да, у меня был. Ну ладно, там
вытянуть можно. Вот. Это вот старая работа, года 17-го, наверное, лиры и акварелька какая-то на фоне. Ой, как я была тогда довольна, когда я этот замок покрасила лирами, вот этими серыми оттенками, как они мне нравились. Я такая думаю, ёперный театр, это ж просто шедевр, шедевр. Вот так вот я считала про эту иллюстрацию. Ну, все классно, вот небо как-то по-другому бы я сейчас тут сделала, а так вполне себе ничего, классно. У меня раньше нет-нет, да, у меня как было, я вот совсем плохо раскрашивала, потом такой чуть-чуть получше, а потом я как-то редко, но в принципе у меня, мне кажется, вполне себе ничего такие работы получались. Вот, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это в этом году. В марте вот тут подписано. Сейчас я стала подписывать и стараюсь старые работы, если под руку попадают, тоже подписывать, когда были раскрашены. Мне это интересно. Стала вот так, когда я листаю, знать. В марте, значит, этого года вот этот Красный замок раскрашен акварелью сначала. Потом доработка карандашами небольшая. Побольше доработки было вот именно на горах на зелень. На замке не большая доработка. Всяк страница волнится очень сильно. Поэтому как вот видите, как волнится. Это у меня уже просто там столько слоев акварели было, что пришлось уже на карандаши перейти. Она вот так вот уже вся извелась. Мне нравится, как получилось. Так простенько, и замок и достаточно вкусно выглядит. Дальше. Я хочу закончить эту книгу, но, честно сказать, тоже вот за 10 лет она немножко поднадоела. Ну вот потихоньку двигаю сколько-то там иллюстраций в год. Ну ладно, вот так. Это полностью инктенсами, тоже, по-моему, либо я сама ее красила, либо тоже на марафон Даяны вот в том же году, когда вот там дрогу мы красили и так далее. Инктенсы, все полностью. Ну, с ручкой, конечно. Я инктенсы не всегда напрямую наношу, я бывает набираю с карандаша. Вот, малюкаю. Тут кое-где разводы, но бумага такая... Тоже вот ее повело. Не сказать, что она там шибко послушная какая-то и супер классная. Нормально как бы, но свои нюансы есть, впитывает вот, быстро, если много воды. Ладно, дальше. По-моему, у меня здесь больше ничего нету. Вот в конец книги у меня вообще какой-то пустой, походу. Нет, вот это старая работа. Тоже на марафон Даяны, но не тот, который в 2020 году был, а который был раньше. И вот это первая моя работа акварелью, уже такой хороший, я купила себе дедовскую акварель. И вот ей покрасила первый раз, тоже где-то 16-й год, наверное, мне так понравилось. Ну, ничего такого профессионального, но мне понравилось, потому что она очень отличалась от того, как она даже на такой бумаге, от того, как она себя ведет, от Ладоги, которая у меня была, от которой у меня прям лютая грязь какая-то получалась. А тут мне понравилось. Ну, так, немножко мультяшно. Все равно вот вспоминаю, классно. Это тоже долг, блин. Тиня вся в долгах. Вот эта старая, тоже этой Ладогой. Прям вот грязюка. Ну ладно, и лира здесь. Неплохо. Для своего времени хорошо. И покажу вип свой с прошлого или с позапрошлого месяца. Вот. Очень отсвечивает. Может так вот. Ну, пока вот так. Начинала без подложки фломастерами, потом сделала подложку фломастерами.
Те карандаши, которыми я изначально красила без подложки, стали плохо, короче, по этой подложке ехать. Ой, намучилась я ее и бросила. А, вот еще у меня такая есть, тоже тогда на 21 году красила. Детальная такая для меня картинка, поликами красила. Ну что, на 2 часа у меня получилось. Уж извините. Не знаю, как есть. Все, закругляемся. Всем спасибо. До скорых встреч в следующей серии. Уже и так очень долго. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на соцсети, связанные с раскрасками, тоже оставлю в описании. Всем пока!